Друзья, всем огромный привет! Я нахожусь в Шанхае, и это мой влог. В этом выпуске будет очень много полезной информации. Выпуск начинается. Погнали! Мое путешествие начинается в одном из самых современных аэропортов России – Шереметьево. Регистрация, паспортный контроль, и вот мы уже в зоне вылета. Кто-то спешит за последними покупками в дьюти-фри, а кто-то навстречу новым впечатлениям. Мой борт готов к отправке, впереди больше 7 часов в небе, но комфортабельный салон и отличный сервис сделают этот перелет приятным. Взлетаем, Москва остается позади, а впереди 1000 километров пути над горами, степями и океаном. И вот, друзья, мы в Шанхае. Аэропорт Пудун встречает нас неоновыми огнями и атмосферой мегаполиса. Впереди нас ждет море впечатлений. Короче, в прошлый раз такие очереди были. Тут вроде все быстро. Сейчас посмотрим, короче, как. Вроде бы, да, народу не очень много. Даже на удивление столько мало людей. Видимо, то, что воскресенье, все равно не так много рейсов приходит, в будние дни, мне кажется, больше. Ну что ж, друзья, я вышел с паспортного контроля, багаж получил. И сейчас с вами на Моглев поедем. На поезде. Зашел в Family Mart, купил себе вот такой вот напиток. Ну, это типа чая виноградного. На наши деньги 73 рубля, 6,5 юаней стоит. Оплатил все его казахской картой. У меня Union Pay есть, Газпромбанка, но в этот раз буду пользоваться Apple Pay, казахской картой. Про маршрут на Моглев я рассказывал подробно в выпуске прошлогоднем. Сейчас также вот купил билет, 50 юаней стоит в одну сторону. Можно покупать туда-обратно, будет стоить 80 юаней, то есть выгоднее на 20 юаней. Вот. Но я пока не знаю, как я поеду, на Моглев или нет, в аэропорт. Поэтому купил в одну сторону только. Сейчас уже надо быстренько садиться. Шанхайский Моглев, от английского Magnetic Levitation, магнитная левитация, это уникальный поезд, который движется без колес, используя силу магнитного поля. Он парит над рельсами, что позволяет ему развивать невероятную скорость и двигаться почти бесшумно. Поезд доставляет пассажиров из центра Шанхая в аэропорт и обратно за несколько минут, что очень удобно для путешественников. Время в пути составляет всего 7-8 минут, обычный транспорт добирается за 40-60 минут. Обязательно попробуйте проехаться на этом поезде, ведь это настоящий аттракцион будущего. Так, иду в метро, мне надо вот на оранжевую ветку сейчас указать его. Сначала по ней надо ехать. Сейчас с вами зайдем. Шанхайское метро достаточно интуитивно понятное. По цвету все распределено. Вот мне надо 7-ю линию. И я иду по указателям. Здесь указатель, там указатель. Каждый, наверное, метров сколько, я даже не знаю. Каждые 10 метров указатели, короче. Сейчас с вами пройдемся. Покупайте билетик в автомате. У меня остались монетки юани, по 1 юаню. Вот, и просто тыкаете на ветку, которая вам нужна на станцию, и он автоматом просчитывает. Вот у меня сейчас до отеля, вот, кстати, сюда нам надо, до отеля 4 юаня получилось проезд. Вот, метро в Шанхае, мне кажется, самое бюджетное перемещение, как, собственно, и в других городах за границей, в крупных. Все равно метро более-менее нормально. Ну, 7-Eleven, пожалуйста. Небольшой магазинчик. Сейчас уж доеду, заселюсь. Не знаю, заселит меня раньше, нет, посмотрим.
заселюсь, и потом уже надо будет где-то покушать, сходить по-быстренькому. В этой поездке в очередной раз я пользовался картами Maps.me. Здесь есть несколько фильтров, в том числе и фильтр со станциями метро. Ну что ж, друзья, вышел в город. Сейчас еще примерно с километр пешочком, и я буду на месте. Как вы уже заметили, ориентируюсь я по картам Maps.me. Работаю без интернета, очень удобно. Там у метро есть карта, и в целом показывает путь хорошо. Собственно, вот так выглядит не центральная часть Шанхая. Спальный район, такие стандартные домики, где живут люди. Тут же вот такое здание, может быть, по-моему, офис банка какого-то. Сегодня не супер жарко, а вообще я думал 30 градусов будет, а сегодня 22 градуса, комфортно. В прошлый раз у меня очень красивый путь был до гостиницы, потому что я был первый раз и не знал, где лучше выйти, и прилично так шел, но зато насладился мини-парком, в целом было прикольно. Сегодня, в этот раз я живу в другой гостинице, вот, но номер должен быть очень интересным. Не знаю, заселит меня сейчас сразу, нет, посмотрим. Так-то время только 12 час, а заселение, как правило, в 14 происходит. И даже вот здесь, возле отеля, вот такая вот красота есть. Что ж, друзья, как я и предполагал, заселение с 14 у меня еще получается 2,5 часа. Мне надо погулять. Здесь недалеко набережная. Сейчас пойду туда прогуляюсь. Может, где-то перекушу. Погодка нормальная, не жарко. Так что есть время. Чемодан я оставил. Мне дали бирку с номером. И потом я его просто-напросто заберу. В целом там особо ничего ценного нет. И тут вот идешь, такое вроде дома строятся, отели. И вот такая вот урбанистика. В прошлый раз я удивлялся, когда гулял, почему нет людей, но на самом деле, особенно в будние дни, все китайцы работают, они отдыхают. Но сегодня воскресенье, но что-то все равно так и здесь в этом районе пустовато, как вы видите. Ничего, сейчас пройдемся, к речке пройдемся, где-нибудь посидим. Надеюсь, найду какую-нибудь кафешку. Очень хочется, конечно, уже в душ сходить, помыться. Ну, ладно, уже заселят, всем этим займусь. Потому что уже такое усталое состояние. Но спать я ложиться не хочу, потому что потом с этой разницей тяжело будет привыкать. Лучше дотерпеть до вечера и вырубиться до утра спокойно. Так, мы пришли на набережную. Это река Хуангпу. Она разрезает весь Шанхай, можно сказать, напополам. С вами здесь и прогуляемся. Я продолжаю прогуливаться. Времени еще очень много мне до заселения. Ничего страшного, можно и погулять. Здесь вот такой вот парк. Причем он над землей. Тут идет как эстакада. И можно вот так вот здесь прогуляться. Если вы думаете, что в Шанхае вы будете постоянно сталкиваться с толпой какой-то, то это все неправда. Здесь можно найти столько уединенных местечек тихих, просто не представляете, просто очень много. Поэтому дальше сейчас прогуливаюсь. Реально парк. Мы на втором над землей, получается, на втором этаже. Интересненько сделали. Над дорогами.
Ну что ж, покушал. Даже это блюдо было не острое, там, потому что острые указаны спайси. Но все равно такое для меня достаточно островатое, но не прям сильно. Сейчас через пешеходный переход перейду. Сзади меня какая-то церквуха европейского типа. Контраст такой. Церковь и небоскребы. Но блюдо было вкусное, в меру соленое. Курочка, картошка, морковка. Все в таком соусе. Я так понял, на кокосовом молоке. Норм и с рисом. Нормально, сытно. Порция огромная. 38 юаней это стоило. Ну, плюс-минус в нынешнем курсе ориентироваться, грубо умножать на 10, ну на 11. Поэтому в районе 350 рублей получилось блюдо. Шел по городу, и раз как будто ты в лесу оказался. Смотрите. Пальмы. Деревьев столько. Ну, в Шанхае по-другому нельзя. Воздух очень загрязнен, поэтому здесь много деревьев, которые хоть как-то спасают этот город от кислородного голодания, так скажем. Ну что ж, друзья, я нахожусь в номере. Номер очень необычный. В первый раз я в таком останавливаюсь, в стиле лофт. И сейчас я вам все расскажу и покажу. При входе вот такая вешалка. Небольшая, как кухонная стойка. Здесь есть холодильник, мусорка. Водичка стоит и чайник. Потом идет телевизор. Ванная, туалет. Здесь как зона отдыха, диван находится и в целом так стульчик, столик, можно здесь посидеть, отдохнуть. Вот, в ванне у нас, в принципе, все есть. Для рук шампунь, душ, все нормально. Туалет тоже чистенький, все нормально. Ну и самое прикольное, это, конечно же, спальня. Сейчас мы с вами поднимемся. Вот здесь получается спальня. Прикольно придумали, как двухэтажный такой номер. Здесь можно поспать. Я буду сейчас отдыхать. Долгая дорога, очень долгая дорога. Столько часов в самолетах. Потом еще ждал это заселение. Тут сейчас вот время только, по-моему, 2:30, и меня вот только что заселили. В общем, принимаю душ и немного отдыхаю. В отеле приносят завтрак, но чисто с этим меню нет, выбрать ничего нельзя. Светский стол, но тут прям шикарно. На фото вы можете увидеть варианты завтраков на следующие дни. В целом отмечу, завтраки мне в отеле понравились. Всем доброе утро, друзья. Следующий день. Сейчас уже 8:30 утра. И я спешу на
продуктовую выставку Шанхай Сиал, Сиал Шанхай 2025. Вот, мне нужно посетить по работе. Похожу там несколько дней, ну а вечерами что-нибудь попробую вам дальше показывать, интересное. Сейчас утро, но уже очень жарко, 30 градусов. Вчера был, наверное, за мою поездку единственный прохладный день. Сейчас уже все, будет жарище. В этот раз у меня отель более удобно находится. Мне нужна всего будет одна пересадка на оранжевую ветку отсюда. И там до конечной я еду, и как раз там павильон выставки находится, экспо-центр. Так, нам надо перейти на английский. Показывает 4 юаня. Что ж, друзья, вечер, приехал прогуляться по центру Шанхая. Ну что ж, в общем, я пришел на одну из самых главных прогулочных улиц Шанхая. Да, красота здесь, конечно, вечером. Я в прошлый раз был здесь днем, но вечером здесь намного красивее. Давайте с вами так вот сейчас плавненько прогуляемся. Друзья, перед вами сердце Шанхая, Нанкинская улица, где история и современность сливаются в едином ритме. Одна из самых известных торговых артерий мира, которая никогда не спит. Миллионы людей ежедневно проходят по этой улице. Роскошные бутики, гигантские торговые центры, традиционные китайские лавки. Здесь есть все. С наступлением темноты улица преображается, неон зажигается и музыка становится громче, а город превращается в футуристический калейдоскоп. Что ж, продвигаюсь по этой улице, головой только успеваю крутить. И сейчас мы как раз выйдем на набережную реки Хуангпу. И там будет визитная карточка, только теперь ночной вид. Тот, который я хочу запечатлеть себе на память. В любом случае. Можно даже на заставку куда-нибудь поставить на рабочий стол. Так, конечно, не удалось мне в прошлый раз здесь прогуляться вечером. В один из вечеров я хотел пойти, но погода испортилась. Сегодня как раз нормальная погода, поэтому без проблем можно будет погулять. Вот иду и сразу глаза разбегаются. Столько красоты, друзья, что просто не верится в такое. Небольшой такой совет. Все гуляют
выходит сюда, на эту визитную карточку, смотровую площадку с проходной пешеходной улицы, вернее, и там просто огромная толпа. А если вы пройдете метров 200 вперед, то вы без проблем можете сфотографироваться здесь уже прям свободно. Так что не толпитесь там, проходите подальше, такой же прекрасный вид, все небоскребы будет видно. Ну что ж, друзья, выпуск для вас будет продолжаться, ну а я иду в гостиницу. Что-то сегодня находился, сначала на выставке находился, потом немножко передохнул и решил еще прогуляться. Чтобы приехать за несколько тысяч километров в другую страну и сидеть в гостинице, это не про меня, поэтому с удовольствием прогулялся. За сегодня я находил 16 километров, не супер много, но прилично. В общем, для меня пройдет целая ночь и целый день, а для вас по щелчку видео продолжится. Погнали! Очередной день прошел у меня, сейчас вечер, и надо где-то с вами покушать. Сейчас я найду какую-нибудь кафешку, покушаю, и потом с вами опять будем гулять. Тут вдруг откуда ни возьмись вот такой небольшой парк. С прекрасными растениями, с прудами. Просто вот гуляешь. Конечно, для пешеходов Шанхай создан идеально. Тут такая вот постройка есть интересная. Карпы кои плавают. Ну, там вдалеке, наверное, видно, друзья. Там вроде есть кафешка. Сейчас надо будет перейти дорогу и там покушать. Короче, огромные порции тут за такие деньги. Макарошки, пельмешки. И салатик такой горячий, теплый. Сейчас будем все пробовать. Что ж, друзья, я поел. Даже, можно сказать, переел. Огромная общая порция там макароны. Да, простенькая еда, но я хотел попробовать то, что едят стандартно китайцы у себя возле дома. Потому что здесь спальный район и приходят покушать китайцы. Знаете, за 230 рублей я бы нашей семье бы тоже не готовили, если такой комплекс был бы 230 рублей у нас стоил. Потому что ну, это нереально. Это реально, это прям много для меня было. Я прям объелся. Такой бульончик с пельмешками, очень даже неплохой. Потом лапша такая была, она с арахисовым соусом каким-то, прям арахисом отдавала. Соевый соус, терияки и арахис. В общем, прям полный топчик. Даже гулять не хочется теперь. Ну что ж, давайте прогуляемся с вами по спальному району. Посмотрим, как живут китайцы. То есть вот это все кафешки, где кушают местные. Их очень много здесь. Здесь вокруг идут дома многоэтажные, как вы видите. Не очень высокие, очень высокие. Вот. И тут вот так вот обитают с детьми китайцы. Везде стоят шлагбаумы, заборчики, то есть более такие закрытые, уединенные территории.
где можно пройтись и посмотреть, как они живут, жители Шанхая. Ну, давайте вот здесь пройдемся, посмотрим. У меня гостиница просто в таком прям спальном районе, где достаточно спокойно. Ну, по крайней мере, в будние дни так точно. Сейчас вот вечер, стемнело, и родители выходили с детьми на улицу погулять. Вот. Здесь вот как паркинг такой получается, что ли, у людей. Видите, и все сами жилые дома, они огорожены заборами. Вот забор идет, здесь тоже забор идет. А там живут люди. Ну, то есть даже в таком масштабе муравейника в Китае любят все-таки приватность какую-то, чтобы посторонние не ходили. Сейчас вообще посмотрим, я здесь куда-нибудь попаду или нет. Даже не знаю, наверное, куда-то выйду, скорее всего. Я очень на это надеюсь, а то придется обратно идти. Так. Это, походу, дела тупик. Здесь можно пройти? Да. Ну все. Вот так вот, короче. Шел и зашел в тупик. Туда только каким-то, видать, брелоком, который открывает ворота. А здесь как такая между двумя территориями жилых комплексов идет дорога, где люди ставят свои машины. Ладно, благо недалеко ушел. Сейчас обратно вернусь. Сегодня утром и почти до вечера был дождь. Плюс 30 и дождь. Это я вам скажу, конечно, тут и так влажность очень высокая. В таком варианте это просто вообще очень тяжело дышится. Непривычно мне в нашем регионе, в средней полосе в России влажность такая очень редко бывает. Только, ну, например, когда, да, реально жара сильная и ливень прошел. Есть прям такая, солнышко светит, испарина. А так в целом, ну, как бы температура даже высокая, более комфортно переносится. Вот так вот они заезжают. Им открывает охранник и попадают на территорию. Очень много в Шанхае электромобилей, электроскутеров. Электроскутеров так вообще не счесть. Сейчас зашел в супермаркет, кое-что там купил себе на вечер. Вкусняшки, рулет. Да, не поверите, поужинав так плотно, я еще что-то умудрился купить. Конечно, безобразное дорожное движение, никто не соблюдает особо правил. Видимо, за них еще не взялись по штрафам. Так что, кто говорит, Китай везде камеры и полицейское государство, ну, мягко говоря, не врут. Уж как минимум правил дорожного движения никто не соблюдает, хотя везде камеры. Видимо, и штрафы не приходят за это. Ну а так в целом, да, вычислить вас могут легко. Сегодня, например, когда был на выставке, там один посетитель что-то как-то барагозил, и охранники там есть, по павильонам ходят. Он даже с ним разговаривать не стал, он просто подбежал, его сфотографировал, все этого будет достаточно, чтобы его вычислить потом. И выписать, скорее всего, штраф, потому что он какой-то подвыпивший, по-моему, был. Что-то ходил, руками махал, кричал. Ну, собственно, как и у нас в России. Камер много, но тут в Китае в разы больше, чем у нас, которые за всем наблюдают. И ты не скроешься, так скажем, от правосудия. Завтра выставка, на которую я приехал, уже будет закрываться, и у меня будет побольше времени. Она где-то будет проходить до обеда, и потом просто люди начинают все распродавать. Там даже уже с утра начинают все распродавать, продукцию, которую привезли. Если люди ее много привезли, кто перестарался. Ну, собственно, завтра, я думаю, день с вами погуляем. Ну что ж, очередное включение. Сегодня перед вылетом хочу посетить шанхайский
культурный экспо-парк. Он открылся относительно недавно на месте, где раньше какой-то завод находился. Вот, его снесли и интегрировали парк. И вот я хочу попробовать туда сходить, надо только найти вход, где это все происходит. И вот он уже впереди. Такая интеграция природы с бетоном. Я думаю, даже оставили часть бетона от завода. Он тоже находится на набережной реки Хуампу, только с другой стороны, с восточной. Вот. А я живу с западной стороны реки, на западном берегу. Сейчас загорится зеленый свет, и мы с вами попробуем поискать. Сегодня крапает небольшой дождь, всю ночь был дождь, я так понял, потому что очень сыро. Но немножко попрохладнее сегодня, но дождик прям то идет, то не идет, облака быстро смещаются. В принципе, без разницы, но зонтик приходится открывать время от времени, так что в Шанхае такая погода, что даже если не написан дождь в Шанхае, но Шанхай очень огромный, агломерация очень большая, поэтому во всех отелях есть зонтики, которые можно бесплатно взять, а у меня свой зонтик. Сейчас с вами попробуем найти это здание. Оно такое, я в интернете посмотрел, стеклянное, такое футуристичное. Вот. В самом парке всегда там писали в комментариях, когда я читал об этом парке отзывы. Народу в самом парке не очень много писали. А непосредственно все люди идут сразу в этот экспо-гарден шанхайский. Очень часто вижу, как деревья вот так вот обрамлены палочками. В парках их больше всего. А просто на улицах время от времени попадаются. Я попробовал спросить у китайского своего знакомого, зачем так делают. Он сказал, что таким образом уделяет внимание важным деревьям, которые или долго стоят, или которые запрещено на законодательном уровне вырубать, что-то с ними делать. Получается, в этом парке все деревья такие. Вот. Ну, то есть отмечают важные какие-то здоровые деревья. У них есть QR-код. Навряд ли я что-то пойму по информации. Все будет по-любому на китайском. Но в любом случае, вот таким образом они уделяют внимание важным каким-то деревьям, к которым нужно относиться бережно. Собственно, вот название парка на английском: Шанхай Экспо Культур Парк. Нам, по ходу дела, нужно вот в это здание. Да, сейчас мы в него пройдем. А, нет, это Гранд Опера, вот. Гринхаус он называется. Так, а мы находимся вот здесь, по-моему. Значит, нам надо правее держаться. Так, я обошел, да, правее. Все, пошли. Пойдемте туда. Кажется, оно там правее находится. Левее большое здание, это здание оперы. Как вы видите, я иду под зонтиком. Опять закапал дождь. Он то усиливается, то пропадает. Но, в принципе, терпимо. Да, здание вот открывается. Как раз оно сделано под, можно сказать, старым строительным сооружением, заводом каким-то. И оставили вот эту архитектуру, напоминание о прошлом, так скажем. Столько детей, людей здесь много. Вот вы здесь заходите, сюда подходите, тикет-офис, 98 юаней взрослый билет, и потом проходите на вход. И идете уже сюда. Все, QR-код прислоняете и вперед.
Сейчас с вами прогуляемся, друзья. Здесь очень интересно должно быть. В общем, здесь все пронумеровано. Вот, но единичка 1 это первый сад. Сейчас мы будем сюда заходить. То есть вход вот отсюда. Схематично указано, что это за помещение. Сад Мираж называется. 3033 квадратных метра. Ну что ж, пойдем походим, посмотрим. Тут темно. Такая обстановка интересная. Вау, круто. Показывает, как метеорит упал. Шикарно. Вот здесь рассказывают, что несколько миллиардов лет назад, ну и в общих чертах, зародилась жизнь благодаря метеориту, попавшему на Землю. Идем дальше. Душновато здесь, конечно, но никуда без этого. Класс. Так идешь, конечно, очень прикольно все выглядит. Здесь тоже какие-то разломы показаны. И вот рассказывается, как зарождалась жизнь. Слушайте, ну прикольно, прикольно. Здесь можно посмотреть. На китайском, правда, но ничего страшного. И тут уже начинается сад. Китайские друзья фотографируются. Посмотрите, какая красота. Зайти внутрь дерева. Офигеть. Пусто. Это да, друзья. Я в шоке.
А здесь, короче, вы проходите по коридору под водой. Только посмотрите, тут многоярусные дорожки. Сейчас с вами прогуляемся. Заходим еще в одну пещеру. Тут есть уже и рыбы в небольшом количестве. Гекконы, рыбы. Хищная рыба, здоровая. Я забыл, как они называются, если честно. Это все речные рыбы. Вообще огромные. Прогуливаясь по этому парку, понимая, что в самом сердце шумного Шанхая спрятался оазис гармонии. Это место, где время замедляется, а природа и архитектура сливаются в идеальном балансе. Водопады, изогнутые мосты, как символы жизненного пути, ведут к уединенным беседкам. Когда-то такие сады вдохновляли поэтов и художников, и сегодня здесь легко понять почему. Местные жители приходят сюда, чтобы медитировать, пить чай или просто наблюдать за сменой сезонов. Дальше. Влажный песок, и у меня уже вся моя футболка просто мокрая. Шанхай Гарден напоминает нам, что даже в самом современном городе важно сохранять связь с природой и традициями. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова. Ну что ж, ребятки, парк посетили. Сейчас буду продвигаться уже к выходу. Посмотрел практически все, но думаю, здесь еще какие-нибудь скрытые локации остались. Тут можно, в общем, гулять целыми днями. Я думаю, здесь как раз-таки зимой более прикольно, более интересно, потому что будет все равно прохладно. А здесь будет тепло, потому что все растения тропические, и температуру здесь поддерживают. Вот такие решетки, я думаю, зимой с помощью них происходит отапливание. Теплый воздух начинает циркулировать по трубам. Скорее всего, потому что они везде. Вышел из ботанического сада и сейчас прогуляюсь по основному парку, по территории, в сторону ближайшей станции метро. И хочу съездить еще в одну локацию. Ну и, конечно же, вам показать. Тут прогуляться тоже приятно. Здесь людей вообще нет от слова совсем. Итак, уважаемые зрители, приехал в центр Шанхая, такой, скажем, самый известный, где телебашня находится. Сзади меня как раз сейчас где-то там должна быть. И хочу подняться на небоскреб, на крышу, панорамно посмотреть. Короче, хочу проверить, прочитал в интернете лайфхак, что если подниматься на телебашню для туристов, то стоимость 200 юаней. А если вот на другой небоскреб, а по высоте примерно то же самое получается,
то там поднимаешься ты бесплатно, заказываешь в кофейне кофе, например, себе, и можешь наслаждаться прекрасным видом. И получается примерно там капучино стоит 49 юаней, экономия в 150 юаней. Особенно если вы там всей семьей идете, то это просто вообще колоссальная экономия. Вот сейчас хочу проверить этот лайфхак, рабочий он или нет. Ну и с вами вместе отправимся на высоту. В общем, вам нужно приехать на станцию метро, название пускаю, потому что, чтобы не ошибиться, вот эта зеленая ветка, вторая линия, такая салатовая. Вы выходите, и вам нужно обогнуть торговый центр. Вот. IFC Шанхай Молл называется, вот его название. Вам его нужно обогнуть и подойти вот к тому небоскребу, который выйдет сейчас из-за зелени. Вот он. Видите? Вот к нему. В общем, сейчас проверим с вами, как это работает. Там написано, что стоят зазывалы. Вас смотрят паспорт. Ничего его не сканируют, не забирают. Провожают до лифта. И потом вы поднимаетесь на лифте наверх с большой скоростью. Осторожно, может уши заложить. Вот, и будете наслаждаться. То есть там вы покупаете себе кофеечек, повторюсь еще раз, и можете сидеть сколько угодно. Вот туда я сейчас хочу подняться, 52 этаж. Тут рядом же еще известное здание Открывашка называется. Вот. Вот он, небоскреб этот. Вот, друзья. Справа у вас остается в башне Шанхай Тауэр J отель. И вы проходите. Кстати, тут вот парковка у них Rolls-Royce стоит. Там фонтана, холодный воздух, по ходу дела, идет, потому что там прям прохладно. То есть улицу охлаждают для посетителей дорогущего отеля. И все, короче, вы идете буквально немножко, и вы поймете, там парнишка стоит в фартуке. Всех приглашает. Китайцы проходят по QR-коду. Так как у нас их QR-коды вот эти круглые не сканируют смартфоны, то ты говоришь, что no scanning from Russia, и говоришь, что 52 этаж, книжный магазин. И все, и поднимаешься. 48 юаней стоило мне кофе. Так что пользуйтесь. И вас провожают уже непосредственно к лифту. Проходите на кассе кофе или что-то десерты попить. Вам дают кнопку, просигналит, и номерочек. И все, вы можете заходить и наслаждаться видом. Это Шанхай, каким его видят лишь немногие, с высоты 52 этажа, Шанхай Тауэр, второго по высоте здания в мире. Здесь стирается грань между небом и городом будущего. Отсюда весь город как живая карта. Днем отсюда вид, конечно, прекрасный, но я уверен, что вечером здесь еще более яркие цвета и краски.
Все, друзья, лайфхак рабочий. Лайкос мне за экономию денег зарядите, потому что проверил на себе. В интернете много что пишут, но я проверил на себе, поэтому все работает. Все работает без проблем. Зайдете, можете пироженку купить. Если да, ценник там дороже, но это 52 этаж, 240 метров, почти 239 метров. Где вы еще так побываете? Получается, на наши деньги там 500 с чем-то рублей за чашку кофе, капучино. Ну, в Москве, я думаю, в центре примерно на столько же стоит. Так что без проблем пользуйтесь. Ну что ж, уважаемые зрители, буду заканчивать свой влог, свой достаточно большой выпуск из Шанхая. Спасибо большое за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк. Поделитесь этим видео, потому что здесь есть полезная информация. На этом я с вами попрощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Встретимся в путешествиях.